Деньги — это фикция, Джордж. Чепуха. Поверь, я это знаю. Я начну свой рассказ теми же словами, которыми я его закончу. Отец был прав. Деньги – это не главное. Все началось именно из-за денег. Если бы я родился в постельке на бархатной подушке, а на моей 16-летие отец подарил мне новенький Кадиллак, этой истории, наверное, не было бы. Но подушка была не бархатной, а Кадиллаком даже не пахло. Отец был работягой. Он был хорошим рабочим и был хорошим отцом. Знаете, он не был, как многие, одержим этой денежной лихорадкой. Он считал, что деньги – это не главное. Его подчиненные уважали его, он был честным человеком. Но моя мама так не считала. Она была одной из многих женщин, которые считали, что главное – это именно деньги. Она думала, что вышла за обеспеченного человека, а отец обещал ей звезду с неба, но так и не смог ее достать. Но он ее любил. Любил сильно. А она так и не смогла понять, что его любовь дороже всех звезд, которые горят на небе. 10 лет по 14 часов, без выходных. Он работал как проклятый и делал свою работу отлично, но, как оказалось, в этом мире этого было недостаточно для того, чтобы однажды не стать банкротом. Медленно, но верно мы потеряли все, мы разорились. А отец? Он никогда не унывал, то идешь в гору, то попадаешь в яму, но деньги это фикция, Джордж, чепуха. Поверь, я это знаю. Так он сказал. И когда он это сказал, я решил, что никогда не буду бедным. Тогда я решил, что эта чепуха не будет портить мне жизнь. Пап, Что? мы бедны? Я не хочу быть бедным. Значит, не будешь. Все началось с травки. И как и любое подобное начало, началось неплохо. Товар улетал из моих карманов, и вместо него туда прилетали баксы. Много баксов. Я не блистал образованием, достижениями в спорте и прочей ерундой. Собственно, как оказалось, для торговли наркотиками вовсе не обязательно получать звание магистра по экономике или еще какой-либо науке. Тут, как говорится, теория неотделима от практики. Ты учишься каждый день, и за свое обучение платишь не ты, а тебе. Короче говоря, девочке, солнцу, дурь и все, что нужно молодому парню, было в моих руках. У меня не было забот, были деньги, и все казалось круто. Все кроме одной маленькой детальки, о которой спотыкается, наверное, 99% людей. И эта деталька называется жадность. В нашем деле это означало одно: выходи на поставщика сам и наращивай рынок сбыта. Я сделал и то, и другое. А потом я попал в тюрьму. Первый раз. И я вам скажу, что это как экзамен. Так или иначе, рано или поздно тебя загребут. Пройти курс лекций на отлично и сдать срезнаний на автомате не получается практически ни у кого. Как оказалось, у криминального образования тоже есть свои нелюбимые уроки и строгие учителя. И что веселее всего, на второй год тут можно остаться 60 лет подряд. Но мне дали 2 года с небольшим, я отсидел 1,5 и вышел. Надо сказать, я не особо-то понял урок, это было только начало. Кстати, наверное, не лишнее будет сказать про мою мать, ведь именно благодаря ей я попал за решетку. Она была странной женщиной, мне иногда кажется, что мой денежный голод родила именно она. Она любила меня, иногда. Иногда мне казалось, что любила. Но несмотря на свои чувства, она сдала меня полиции. Сдала, когда я был в розыске и вернулся их повидать после года отсутствия. Ей не нравился мой способ заработка, а я на тот момент так и не увидел в нем ничего плохого. Люди расслабляются, забивая косяк под Рождество, ну и что? Посмотрите статистику преступлений под алкогольным воздействием и сразу ведь почувствуете разницу. Хотя, помните сухой закон. Алкоголь был запрещен, потом опять разрешен, в общем... Странно это все. Кто-то решает, что тебе можно, а что нет. Суть в том, что все на чем-то торчат. Все. Кто-то на сексе, кто-то на алкоголе, кто-то на травке, наркотиках, дорогие машины, марки, экстремальные виды спорта, власть. А кто-то предпочитает все и сразу. Каждый торчит на чем-то, на том, от чего получает кайф, но проблема в том, что от чего-то крыша съезжает намного быстрее и сильнее. И я вам скажу вот что. От денег и власти она съезжает быстрее всего. Съезжает, потому что когда у тебя есть деньги, кокаин, алкоголь и прочее становится неотъемлемой частью твоей жизни. Короче, моя мать не любила наркотики и не любила торговцев наркотиками. Она считала, что наркотики это плохо. Но еще больше она не любила косые взгляды соседей. Ей было стыдно.
И сдается мне, что разговоры соседей о моем способе заработка были для нее намного более неприятные, чем мое занятие. Что вы смотрите, миссис Грейси? Ваш сын тоже не подарок. Но все, что не делается, все к лучшему, как мне казалось тогда, и время, проведенное в тюрьме, пошло мне на пользу. Точнее, пошло на пользу моему бизнесу. Я вышел оттуда доктором кокаина. Я не стану вам рассказывать все подробности этого времени, скажу одно. 80% порошка, в которые поставлялись в Штаты, было моих рук дело. У меня было много денег. Очень много. Много друзей, красивая жена, ну и все в этом духе. Но в этом бизнесе есть одна деталь, он очень непостоянен. Сегодня ты на белом коне, тебе рукоплескает весь мир у твоих ног. Гип-гип, мать его, так ура. А завтра ты лежишь в грязной луже с простреленной головой где-нибудь в Мексике. Или на скорости 160 миль вдруг обнаруживаешь, что у твоей машины не работают тормоза. Ну или что твой партнер по бизнесу решил тебя кинуть. Со мной случилось последнее. Диего, мой партнер, решил меня прокинуть. Он забрал мой контакт в Калифорнии и решил работать отдельно. Деньги и наркотики сносят людям голову. Они втягиваются в этот безумный круговорот порока и окончательно теряют рассудок. 99% торговцев употребляют сами. Я не был исключением. Диего тоже им не был. Этим исключением не была моя жена и вообще все, кто меня окружали. На коксе сидели все. Знаете, в чем заключается главная ловушка любого наркотика? Когда у тебя его мало, ты вечно думаешь, где бы его достать. Где достать его или деньги. И, как правило, попадаешь в неприятности рано или поздно. А когда у тебя его в избытке, ты просто теряешь чувство меры. Теряешь чувство контроля. Однажды я умудрился принять 10 грамм за день. Посмотрите статистику смертей от передоза. Неважно, будь то кокаин, героин или алкоголь, поверьте, она далеко не радостная. Как-то мои родители приехали в мой тогда еще роскошный особняк с кучей крутых машин, прислуги, модных побрякушек и прочей ерундой. Красивая жена, обнюхавшаяся коксом, вот она, американская мечта. Казалось бы, дело сделано. Отец спросил у меня: Ты счастлив? Да. Сейчас я счастлив, отец. Я подумал и ответил да. Соврал. Когда человек по-настоящему счастлив, ему не требуется время для раздумий о том, почему он счастлив. Не надо вспоминать размер счета в банке или силиконовой груди своей женушки, количество машин и прочего, а потом сопоставлять все это и думать, достаточно ли этих побрякушек для счастья. По-настоящему счастливый человек – это тот, кто чувствует свою жизнь, чувствует, что в ней самое главное. Я не знаю, может быть, для каждого человека счастье измеряется по-разному. Кто-то хочет стать чемпионом в спорте, кто-то получить Нобелевскую премию или быть номинированным на Оскар. Не знаю. Но для меня счастьем стала моя дочь. Только тогда я понял, ради чего я хочу жить. И когда я понял, что разорен, что мои партнеры меня подставили, а я отправляюсь за решетку, наверное, до конца своих дней, только тогда я понял, что такое счастье для меня. И что значит нарушить обещание, которое я дал своей дочери. Меня беспокоило только это. За долгое время, проведенное в тюрьме, о многом задумываешься, взвешиваешь свои поступки и прочее. Не думаю, что есть смысл более подробно рассказывать о своей жизни. Вы уже знаете достаточно. Могу сказать только одно. То, что я понял на все 100%. И, возможно, ради этого стоило прожить эту жизнь так и заплатить ту цену, которую я заплатил. Как бы ни пестрил этот мир обмана и какими бы соблазнами он ни искушал, они не стоят и гроша по сравнению с тем, что дает человеку подлинное счастье. И это единственное, что он должен искать. Единственное, что по-настоящему тебя наполняет. А деньги? Отец был прав. Это просто фикция. Чепуха. Поверьте, я знаю это.